Дорогие девы, это прогноз для вас, если у вас Солнце в знаке Девы или асцендент в знаке Девы. Что ждет вас в сентябре, что карты передадут вам на сентябрь 2022 год. Я достаю 6 карт, это соответствует 6 осям зодиакального астрологического круга. И, конечно, мы рассмотрим все стороны сферы жизни. Итак, первая карта. Осуждение. Может быть, вы, может быть, ваши близкие, родственники, друзья, супруг или супруга обвиняют вас в чем-то. И вы тоже как бы поддаетесь этому, вы тоже чувствуете себя виноватой или виноватым в каких-то вопросах. Есть такие вопросы морали, да, общественное мнение. Может быть, вы... разные ситуации здесь могут быть. Более подробно мы, наверное, сейчас посмотрим, открывая еще другие карты. Здесь относительно финансовой стороны жизни вы можете вести себя как ребенок в сентябре, уходить от каких-то обязательств. Может быть, вам не захочется работать, брать на себя больше ответственности в работе, или вы как-то глупо обижаетесь в каких-то вопросах, связанных с деньгами. Может быть, вы плохо воспринимаете критику в свой адрес, и это влияет на ваши взаимоотношения с коллегами, на работе, с какими-то новыми проектами. А также это может влиять на ваши отношения с интимным партнером. То есть здесь, конечно, опять же могут быть разные ситуации, но, может быть, вы проявляете чрезмерную ревность, упрямство и не хотите замечать чувства вашего партнера, я бы вот так сказала. Может быть, в принципе, это осуждение, которое здесь у нас по первой карте идет, может быть, оно и в какой-то плане верное, но так как вам тяжело с этой критикой смириться, вы ведете себя как ребенок и уходите от ответственности. Может быть, это ответственность заработка, какого-то содержания самой себя или самого себя лично, да. То есть, например, вы привыкли пользоваться деньгами партнеров или каких-то других спонсоров, а здесь вам указали на то, что нужно, наверное, и самому как-то тоже уже зарабатывать или больше проявлять самостоятельности в каких-то делах. Относительно вашего общения с другими людьми, здесь, конечно, не все так может быть гладко идти, но, тем не менее, вы настраиваете путь общения правильно, несмотря на то, что были у вас какие-то разногласия, может быть, вы мало общались с какими-то людьми в прошлом, и вы захотите наладить с ними отношения сейчас. Кстати, это очень хорошо перекликается с ретроградным Марсом, который сейчас у нас будет идти в Близнецах. Это как раз-таки восстановление связи с людьми из прошлого, может быть, с родителями, с людьми старшего поколения, с мужчинами, потому что Марс все-таки это показатель мужчины. И может быть, это даже не конкретно восстановление связи с кем-то, а перешагивание, перемалывание вот этих обид, каких-то тяжелых разговоров, ситуаций, которые у вас были в прошлом, и вы как бы идете дальше. Вы вспоминаете о том, что было, но вы встаете опять на путь, выбираете путь идти дальше. Это еще, знаете, такая ситуация здесь может быть, например, если у вас были какие-то аварии, проблемы, травмы, в прямом смысле этого слова травмы, или вы, допустим, не были за рулем долгое время, то сейчас, в сентябре, вы, возможно, захотите снова восстановить какие-то свои занятия, восстановить свой автомобиль или снова сесть за руль, вот что-то такое, то есть снова заняться тем, что когда-то у вас прекратилось в связи с какими-то такими событиями, повлиявшими на вас. В продвижении по работе вы можете действовать не очень честно, то есть вы будете выбирать какие-то тайные интриги, если вы захотите вести какие-то дела на работе или вам нужно заниматься продвижением себя, скажем так. Может быть, вы будете искать каких-то тайных покровителей, связей с нужными людьми, с начальством. Но также будьте осторожны, потому что против вас могут тоже какие-то интриги на рабочем месте обычно складываться. Может быть, каким-то даже обманным, тайным путем вы будете продвигаться к какой-то своей жизненной цели. Здесь что угодно может быть. Эта цель может быть связана в том числе и с деньгами, и с родителями, и с недвижимостью ваших родителей. В личной какой-то романтической жизни вы будете себя чувствовать просто на троне. То есть вы будете казаться себе таким прекрасным, что все вас должны любить, уважать, почитать, центр внимания. Может быть, вы будете выбирать таких партнеров, а будут привлекать очень яркие люди.
И такие люди, которые несут яркость, ну, в принципе, знак лев, да, здесь у нас отображен как король и лев, это хорошие качества знака льва, без каких-то подоплек, так что, возможно, да, вам стоит обратить на это внимание. Эта карта также говорит о том, что вы можете заниматься пиаром самого себя, рассказывать о своих самых лучших чертах, гордиться, чем вы будете гордиться, или что-то такое произойдет, что вы будете гордиться собой, своими детьми в том числе, своими творческими достижениями. Стоит, наверное, можно и отдохнуть, если у вас позволяет взять отпуск как-то. Может быть, кто-то предложит вам, может быть, это вообще конкретный человек-мужчина, который предложит вам провести вместе какие-то интересные время провести. А может быть, как я уже сказала, это человек яркую жизненную позицию, которую занимает. И с ним у вас могут начаться в сентябре романтические отношения. Ну вот, а в глубине души, да, если говорить о вашем каком-то психологическом настроении, вы можете винить себя за что-то. Вот вроде бы все карты в целом неплохие, но они все говорят о том, что есть какой-то тайный план, и вы его будете очень хорошо чувствовать в сентябре. Вы можете винить себя за то, что вы обидели какого-то человека, повели себя глупо, как ребенок, да, но здесь у нас тоже это. Может быть, вы обидели того, кто не заслуживал этого, и вы будете себя подсознательно за это винить, но виду, возможно, не покажете. Даже если вы в жизни там что-то совершили, какой-то неправильный поступок, и вы себя за это осудили и пошли дальше. Вот так вот здесь можно эти карты протрактовать. Давайте возьмем совет от карт из колоды Ленорман, Чермарчити, Золотые мечты. И что они посоветуют вам, девы, на сентябрь 2022 года. Ну вот видите, в общем-то, по этим картам у вас очень прочная позиция относительно ваших отношений с партнером, иногда даже чересчур. То есть такое впечатление, что здесь консерватизм сталкивается с какими-то чувственностью. Здесь могут быть несколько вариантов. Вы, например, может быть, осуждаете своего партнера за чрезмерную сексуальность, чрезмерную какую-то любвеобильность, я не знаю. А с другой стороны, вы, может быть, на подсознательном уровне завидуете ему или ей, что вы не можете быть таким, что вы слишком сдержаны в какой-то своей интимной жизни. И когда вам партнер об этом говорит, да, опять вот по этой карте или по первой карте, вы думаете, что вас осуждают, что вас не понимают и так далее. Возможно, это хорошо, что у вас есть в жизни какие-то каноны, какой-то вот такой правильный консерватизм, что вы хотите дома семью. Но иногда, возможно, нам встречаются такие партнеры, как вот здесь вот, да, вот этот король по 5-му сектору, которые нам говорят, что надо и больше радоваться жизни, и больше окунаться в какие-то в мир чувственных наслаждений. И, возможно, где вы именно в сентябре у вас и будет что-то в этом духе. То есть такой диссонанс между работой, обязанностями, тем, как вы себя видите, и тем, как вас хотят видеть другие люди, что они хотят от вас, может быть, больше какой-то яркости, больше расслабления, веселья и интимности. Ну, еще одна карта из колоды Monology. Это новая луна в знаке Рак. Но здесь у нас еще одна карта вышла, давайте тоже ее возьмем, и Скорпион. Видите, как карты водной стихии очень здесь актуальны, потому что я только что говорила о чувствах какой-то критики себя. И вот здесь как раз новый цикл Луны в Раке и в Скорпионе – это какие-то новые чувства. Это, конечно же, когда мы убираем страхи, ревность и начинаем наконец-то осознавать себя более твердо на ногах и в сексуальной жизни, и не боимся проявлять себя, да, в отношениях с партнерами, не боимся знакомиться, преодолевать свои какие-то страхи, общаться снова, осознавать свою интимность. Вот такое вот все будет очень для вас интересно в сентябре, как это все будет складываться. И вам, может быть, вы когда-то осуждали за что-то такое подобное других людей, а сейчас вы сами будете через это проходить и думать, как я могла, да, кого-то за это осуждать, например, за измену там, да, или что-то, как люди могут это делать, а сейчас у вас и у самой или у самого появится такая в жизни ситуация, которая, с одной стороны, вы будете себя за что-то критиковать, а с другой стороны, вот. Ну, а если вы свободный человек, и вы находитесь в поисках отношений серьезных, да, допустим, то я бы рекомендовала вам не сильно углубляться в серьезность, а может быть и предаться каким-то радостям жизни с партнером, с которым вы заранее знаете, что, возможно, у вас не будет таких серьезных отношений, но как бы если вам эта судьба сейчас дает,
то, возможно, вам нужно пройти это в данный момент жизни. Вот то, что сказали карты вам, Девы, в сентябре. Вы были на канале Татьяна Мин, Astrology и Таро. До новых встреч!